черта, лолош? Эй, опа-на. А это еще кто? Знакомься, Джон. Алхимик Беренгарий. Он тоже будет жить здесь. Беренгарий, значит, да? И что же ты умеешь, Беренгарий? Всю свою жизнь я потратил на изучение искусства алхимии. Итак, запоминаем. Заражение. Стоп. Именно эта фраза. Фраза сонного измерения. Отныне и навсегда. Исходя из заражения Альфреда в предыдущей серии, мы понимаем, зараза не увеличивается во сне. Не увеличивается, но и... да... не лечится. Это поистине интересное открытие, но напомню, еще прямо сейчас нам нужно поговорить с Багряником о том, как все-таки была создана церковь. Ведь именно церковь как-то связана с заражением и нулевым пациентом. Кто этот нулевой пациент, а? Короче, Багряник, действительно надо поговорить. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы создали сверхкомфортное, безопасное общежитие. Общежитие без болезней, церкви и монстров. Самое главное здесь, конечно, то, что, оказывается, во сне не распространяется очищение, или по-другому заражение. Это действительно первый раз за всю историю, когда я без сарказма могу сказать одно. Спасибо, GDH. Если бы Джон не сказал телепортировать зараженного Альфреда в сон, мы бы никогда не узнали о том, что, оказывается, сон умеет замедлять заражение, а еще Альфреду был бы уже капут. Напомню, Джон уже второй раз сказал мне, чтобы я расспросил Багряника о том, как создана церковь. Мы Марку, этому Багрянику, в предыдущей серии крутые часики подарили, поэтому, может быть, сегодня он будет не таким нервным. Че думаешь? Кстати, кушать хочешь? Сейчас, погоди. Так, вот. Слушай. О, кстати, супер новости. Благодаря предыдущей серии, дамы и господа, у нас впервые полностью заполнился инвентарь. О! Это что такое? О! Батюшки! Нет! Етить, колотить, это что такое? Я попрошу прощения, но у меня немножко дар речи потерян. Я думал, что серия немножко... Лолошка! Господи, это так необычно. Короче, у меня видение этой серии немножко другое было. Типа, я сейчас должен пойти поболтать с Багряником. Ну вот я GDH. Пипец. Так, подожди, а что это? Наруч пустотного мага. Требование интеллект 15. Ого, 15? Подожди, а что у тебя? Ладно, это сильно. Уровень 100. Живучесть 30. 30, 30, 30. Интеллект 50. Жесть. Это все еще разрыв шаблона. Блин, ну что вот это такое? Мне до сих пор непонятно, что это. Кружочек с какими-то маленькими кружочками. Так, ладно. О, Альфред. Ну, наверное, сначала мне нужен Лолошка, да? Потому что... Как же хорошо, что Лолошка вчера не задавал лишние вопросы. Я ведь и сам не знаю, что потянуло меня к этой проклятой хижине охотников. Главное, чтобы это не оказалось то, что я думаю. Мне нужна чертова информация. Надо бы навести черный рынок в городе. Посмотреть, может быть, там будет что-то, что поможет мне разобраться. Ненавижу чего-то не знать. Задание «Черный рынок» обновлено. Стой, Лолошка! Эй, Лолошка, ты куда? Я, это ты. Ой, да неужели он реально пошел копаться в своих грядках? А потом он злится, что я не хочу посвящать никого в свои планы. Ну так а смысл? Все равно никто не делает того, что я от них требую. Блин, я ведь самое главное даже не могу сказать, какой же GDH чертила, потому что я, понимаете, в какой-то степени я сейчас проецирую это на себя. Я управляю GDH-ем. Ладно, может быть, я все-таки могу как-то поболтать с Лолошкой, не? Эй, привет, я... Как тебе... Я никогда так не сделаю, я никогда не буду смотреть 1000 лет на эту пшеницу. Я скорее упаду в пропасть. Ну, кстати, поговорить. Чего тебе? Ой, как же грубо, а? А что насчет поздороваться? Ты рвешь хрупкие струны моей души. Ой, да, хорошо, я понял. Привет, Джон. Лучше? Не очень, но... Ладно, пойдет. Да. Так что ты хотел-то в итоге? Да вот, решил узнать, на что ты собираешься тратить свое время. Ты серьезно сейчас занимаешься какими-то грядками? У тебя что, занятия полезнее не нашлось? Знаешь ли, вообще-то я хочу посадить какие-нибудь лечебные травы для Альфреда.
О, это же даже звучит глупо. Ты ничего не смыслишь в медицине. Джон, состояние Альфреда стабилизировалось, но я не могу быть до конца уверен. Я решил просто задержаться и проследить. Бла-бла-бла. Лолошка, ты сейчас забываешь о нашей миссии. Я ничего не забываю. Ну скажи мне, почему Альфредом не могут заняться, например, какие-нибудь твои друзья? Они все равно здесь заперты. Я сомневаюсь, что им это хоть как-то интересно. Марк ненавидит охотников, Гимлин не в восторге от долгоросликов, а Невер, он вообще никого не любит. Ну так и что это значит? Самое время подыскать твоему зараженному другу сиделку. А ведь, возможно, ты прав. Займусь этим, но попозже. Сейчас я слишком нервничаю, чтобы оставлять его. Да, за собой бы так следил, как за остальными. Да, Джон, без тебя разберусь. Блин, это такой необычный диалог, правда. Ложка, еще поговорим? Эй, Джон, пожалуйста, только не топчи мне здесь ничего. Если хочешь присоединиться, то так и скажи. А еще, Джон, с Альфредом же все хорошо будет, да? Да, Ложка, конечно. Поболтать мы в итоге больше не можем, и получается все. Пока, Ложка. У меня вообще диссонансище от этой серии, серьезно. Давай, наверное, попробуем за GDH поговорить с кем-то другим. Например, Невером. Не, стоп, давайте с Альфредом. Ух ты. Ну, во всяком случае, дышит парень. Кристалл никуда не исчезает. Ладно. Невер. Точнее, эй, Невер, птица, птичка. А ну-ка, давай поболтаем. Читай что-то. Ну-ка. Торговать можно? Ого. Да, кстати, у Джона тоже есть спарки, но у Лолошки, я точно помню, было 4000 спарков, а у Джона 2000. То есть, получается, баланс здесь разный, и, возможно, я буду играть за Джона не один раз. Ладно, птица, здорово. Опять. Еще один юродивый. Ой, да что ж такое? Вы все здесь такие грубые? Неужели никого поприличнее не нашлось? Я спорить сейчас не в настроении. Вот зануда, а? Тихо, ладно, птичка, я по делу. Ты же тут всем заправляешь, да? Не мог бы ты, может быть, помочь мне с чем-нибудь, что... Спарки! Просто так не сделаю. О, ладно. Спарки так спарки. О! Подожди, а что я хочу купить у него? Мне особо-то ничего и не нужно. Кусочек серебра, саженец акации. Это... Да мне ничего не надо. Серьезно. Не, ничего полезного. Ну и ладно. Да. Что есть, то есть. Ничего полезного, действительно. По итогу осталась только торговля. Поговорить не можем. Ну что ж, во всяком случае, Джон никому не нагрубил, вроде бы. И мне интересно, я могу за Джона потом как-то выбор сделать? То есть, если у меня... Ложка, то, что этот охотник помог тебе с часами, не отменяет того, что он охотник. Марк, пожалуйста, я не прошу тебя с ним сидеть. Я прошу тебя его хотя бы просто не трогать. Ладно. Я не стану его убивать. Или мешать. Но только потому, что очищение само решит, что делать с твоим дружком. Хорошо, спасибо. Но ты не знаешь, как помочь ему? Что? Помочь? Нет. Я не смогу искупить все его грехи, чтобы очищение было милостиво. Но ты же хотя бы знаешь про очищение больше и... Так и... С чего ты решил, что тут что-то изменится? Да не решил я, Марк. Я просто прошу тебя помочь. Ну и ну. Явился. Да-да, явился. Да чего же у вас тут жалкое зрелище? Я бы на твоем месте, Лолошка, так не унижался. Что? Унижался? Ну а как еще это назвать? Ну, дяденька Марк, ну помогите маленькому Лолошке. Нет, я, конечно, понимаю, что тебе до меня гения далеко, но чтобы настолько... Джон, скажи, при чем здесь мои умственные способности? А при том, что Мракогрыштраклар, очевидно, сам ничего не знает. Что? Да как ты... Ну, да, бла-бла, заткнись, прошу тебя. Стоп. Марк, так ты правда ничего не знаешь? Ой, да конечно это правда, Лолошка. Посмотри ему в глаза. Он же обычный фанатик. Он искренне верит в очищение. Стремится к нему? Зачем ему вообще знать о том, как от него избавиться? Я скажу тебе больше, Лолошка. Вряд ли существует хоть одно создание, которое знает, как избавиться от этого очищения. На твоем месте я бы не тратил время. Надеюсь, мою мысль ты уловил. Для этого-то тебе хватит сервовещества, да? Да, Джон, уловил. Вот и умница.
Подожди, то есть ты реально просто не знаешь, но делал вид, что знаешь? И типа не хотел говорить? Вот этот Джон, конечно, крутой. Ненавижу! Эта чертова ситуация с Альфредом выводит меня из себя. Что это только что было, а? Я знал, что Лолошка волнуется, что ему нужна моя помощь. И это отвратительно. Но, наверное, это может быть полезно. А, да? А как может быть полезно? О, Гимлин! В смысле, эй, Карлик! Карлан, привет! О, с ним также можно торговаться, но не поговорить. О, сундук. Стоп. Этого сундука раньше не было. Может быть, потом у Лолошки здесь что-то появится? Сюда можно найти. Получается, Гимлин ничего не скажет. И по итогу... Что у нас с Марком? О, могу зайти, да ладно. Ой. О, опять ты? Угу, опять я. Ну разве это не чудо? Нет, ты мне не нравишься. Ты до сих пор этого не понял? Ой, да ладно тебе. Я-то думал, раз мы теперь своего рода соседи, то можем наладить отношения. Нет. Нет? Нет. Слушай, Мракогрыштраклар, я понимаю, что тебе, как багрянику, привычнее мыслить о себе с точки зрения превосходства над всеми. Но мы же с тобой оба понимаем и знаем, что... Но я же сказал нет! Заткнись! Ну давай. Чего остановился? Я не стану тебя убивать, потому что знаю, что это расстроит Лололошку. Да? Серьезно? Да, он многое сделал для меня. Не расстраивать его — это дело чести, но не смей больше шантажировать меня тем, что знаешь. Во всяком случае, не здесь. Что ж, ладненько. Но ты бы хотя бы намекнул Лолошке о своей чести. А вот ему об этом знать не обязательно. Пожалуйста, оставь меня. GDH достанет. Хорошо, хорошо. Когда ты так вежливо просишь, не могу не послушаться. Пока-пока. Так, ладненько. Пора наведаться на черный рынок. Если моя магия так и продолжит слабеть, мне нужно что-то сделать с этим. Сейчас лучше не соваться в город открыто. Иногда начинаю думать, что та заварушка, что я там устроил, обернулась мне боком. Да ладно, не, бред какой-то. И тем не менее, черный рынок навестить нужно. Задание «Черный рынок» обновлено. Подожди, а что за черный рынок? И, по-моему, там, кстати, было еще какое-то другое задание, да? Найти черный рынок Эшхолда, найти способ восполнить магические силы. То есть, получается, GDH слабеет. Так, на всякий случай, Лолошка, что делаешь? Что-то делает. Лолошка никогда так долго не стоит у сундука. Никогда. Но это необычно все еще смотрится. Прям очень. Так, получается, что есть у GDH? У него есть броня. У него наруч пустотного мага. У него фиал жизненной силы. И получается, вот этим наручем как-то можно пользоваться, да? Типа какие-то кнопочки. Что? Ой. Оу! Смотри, вот здесь иконка слева тоже меняется. Сейчас огонек. А вот сейчас какие-то мечи. Да, походу это пустотная магия. Вау! Эй, Альфред. Точнее... Слышь! Так стрёмно отыгрывать GDH каждый раз. Слышь? Ну, дышит, окей. Так, ладненько, перемести... О, заклинание. Во как оно работает. Заклинание пустотный кинжал и отторжение. Пустотный кинжал материализует пустотный кинжал, летящий в выбранную цель. Стоимость 1 заряд. Так, отторжение. Создает волну пустотной энергии, которая отбрасывает всех прочь от заклинателя, нанося урон. Стоимость 1 заряд. Но тоже экипировано. Ладненько, переместиться. И... О! Могу Эшхолд. То есть у Лолошки это закрыто, а у GDH открыто. Кстати, смотри! А у GDH не открыты эти рудники. То есть тут прям настолько крутая проработка. Здесь показывает, где был GDH и где он не был, в отличие от Лолошки. Это на самом деле такая маленькая деталь, за которой можно прям вот похлопать разработчикам, ибо это круто показывает вовлеченность разработчиков в сам процесс. Короче, Эшхолд, переместиться. И по итогу... Что, меня сейчас ловить будут, что ли? Ага, стоит найти более безопасный путь. Я буду рад устроить им настоящее представление, но попозже. Так, ладно, окей. Только погоди, а что насчет ориентиров? Мне же это, черный рынок нужен, не? Так, может быть, здесь что-нибудь? Найти черный рынок Эшхолда. Ладно, попробую поискать информацию в подполье. Раньше меня это всегда выручало. Забавно. Почему в умирающем мире вообще есть хоть какое-то подполье? Это не ориентиры, но, судя по всему, раз здесь нет инквизиции, мне сюда, да? Здравствуйте. Так, это... Что это? Привет! Здесь подполье? Нет? О.
Нет, это не открывает. Ё-моё! Так это банк! Я на всякий случай буду иметь в виду, что там есть золото, но нет, это не подполье. Мне, походу, куда-то в другую сторону. Инквизиция там, инквизиция сям. Там я точно не смогу пройти. Здесь получается то же самое. И по итогу... Во, туда можно. Здравствуйте. Я GDH, опасный пустотный маг. Очень умный, очень крутой. И мне... Итак, что мы знаем про устройство черных рынков? Они всегда в самых неблагополучных районах, скрыты от глаз, но не спрятаны. Скорее, настолько примечательны, что незнающий просто пройдет мимо. А это означает, мне стоит затаиться и ждать кого-то, кто будет похож на знающего. Ага. Так, ладно. Может быть, инквизиция какая-то? Может быть, мне типа нужно просто следить? О, Ой. так, погодите-ка. А вот и подходящий кандидат. А, да? А мне казалось, что нужна инквизиция, типа, знаете, кого-то выследить. Может быть, кто-то работает в подполье. Но нет. Здравствуйте. Вы очень похожи на багряника, но вы наверняка не багряник. Да, это он. Ой-ой-ой. Да, это очень похоже на подполье. Так, тихо. Тихо. Да, он туда идет. Никакой охраны при этом. Какая гадость! Почему всегда нужно пробираться по испражнениям и сточным водам? А, это канализация. Ой, я только сейчас допер. Так, ладненько, главное не поскользнуться. Черт, придется выкинуть эту обувь. Где я найду в этом мире удобные кроссовки? Это действительно то, о чем нужно думать. Слушай, ой, куда он делся? Эй. Ой, не поняла. Ты А- кто такой? Тебя не должно здесь А! быть! Ай, стоп! А, там не пройти! Бога ради, я не умею пользоваться ничем! А, он застрял. Нет, он не застрял! Как пользоваться магией? Я не умею пользоваться магией! А! Так, ладно, может быть... Во! У меня есть что-то! Так, получай! А! Да чё ж, я же просто спросить. О, так, ладно, я понял. Надо зарядить, надо жестко заряжать. Сейчас, давай-ка, наверное, что-нибудь другое выберем, типа... А, как драться против этого орка? Так, все, заряжаю. Фигня какая-то. Надо перепрыгивать и бить, я понял. О, минус 72, давай. Еще! Слушайте, хорошо. Получается замечательно. Что? Все? Минус ручка? Можем поговорить, разбойница. Ты не так плох, как казался на первый взгляд. Только тебе все равно здесь нечего делать. Фу, мелочь. Воу, дамочка, потише. Я же тут по делу. Дело? У тебя дело? Не смеши, мелюзга. Иди отсюда. У тебя есть время убраться, пока я привожу себя в порядок. Дамочка, попрошу. Я проделал этот нечистотный путь не для того, чтобы уйти. Повторяю, я по делу. Где я могу здесь... Я же сказала тебе. Ой, ну сколько можно? Чего вы расшумелись, а? Сколько раз я говорил, чтобы мне не мешали, а? Я пытался уснуть. Я пытался отдохнуть. Прости, просто здесь Да какой-то... мне плевать. Хочешь вернуться к церкви, Садыка? Они будут очень рады предать тебя очищению. Нет, попрости. Ну тогда заткнись и не мешай мне отдыхать. Эй, ты, стой, погоди. Чего? Это же ты, Сайман, главный подпольный торговец, да? Нет, ты ошибся, парень. Ой, да ладно, тебе перестань. Я же не драться пришел. Мне нужна твоя, скажем, специфическая помощь. Да что такое? Ну ладно, допустим. Что мне-то с того? Ну как это что? Поторгуем? Чё? С чего бы мне это даже разговаривать с тобой, а? Ну, например, я заплачу. Этого разве недостаточно? Нет, вот этого как раз недостаточно. Ты правда думаешь, что можешь просто вот так вот прийти? Кричишь, дерешься с моими людьми? Да и к тому же мы не торгуем абы с кем. Может быть, ты вообще из церковников, а? Воу, я? Да, ты. О, да, черт возьми, выбор за GDH. Только смотри, здесь у меня перечеркнуто. Меня к себе отправили наши общие знакомые. Думаю, ты понимаешь, о ком я. Что? А когда это я мог сделать? Погоди. Да, церковник, точно. Сейчас позову свою охрану, и вашу лавочку прикроют. Слушай, ты правда думаешь, что в этой сумасшедшей секте хоть кто-то может быть так же хорош, как я?
Ты посмотри на мой стиль. Да эти недоумки не придумали ничего симпатичнее убогих халатов. Ну, наверное, это самое-самое. Да и к тому же, меня самого церковь ищет. Не поверю, чтобы вы не слышали о переполохе пару карасов назад. Сайман, он может говорить правду. Это же было как раз во время моей прошлой вылазки за... Ну, ты знаешь зачем. Стража по всему городу гонялась за какими-то придурками. Я упоминала. Ну, ладно, допустим, я тебе поверю. Один раз. Что тебе нужно? Что мне нужно? А кто ж знает, что мне нужно? А, смотри, торговать. Так, вот, смотри. О, как он открыл, прикольно. Вот это реально подпольный мир. Но, все-таки, что мне действительно нужно? Мантия церковника. Вау. Блин, это очень прикольно. Мантия церковника звучит как что-то, знаете, стелсовое. Типа я смогу по стелсу пробраться куда-то. Свиток с заклинанием 9000. Камень резонанса 1000. Кстати, могу купить. Драгоценная лилия 4, 6 тысяч, 5 тысяч. А, ну короче, я могу купить только камень резонанса, что бы это ни значило. Ну то есть... Для меня все это какие-то безделушки. Давай купим, окей. Типа, это все, на что мне хватает. Все? А теперь давай, иди отсюда. Ну и пожалуйста. Какие же здесь все сложные, а? Черт с вами. Главное, что я могу забыть о моей проблеме. Хотя бы на время. Эй, а на кой тебе эти камешки-то? Чего? Да ты и без этой хренотени неплохо дрался. Зачем спарки переводить? Ну, я коллекционер древностей и артефактов прошлого, вот и все. Подожди, у меня складывается ощущение, что эти варианты могли бы быть открыты в прошлом сезоне, если бы я что-то выбрал. Ну нет, это бред, тогда бы этот момент бы просто не прописывали. Мои способности ослабли, пытаюсь компенсировать. Не, это не по-джедеичевски. Я не собираюсь посвящать всех и каждого в свои личные дела. Вот это по-джоновски. Понятно. Ты что, с орками, что ли, никогда не встречался? Это она тебе комплимент сделала, дурень! Сайман, молчал бы. Ты же отдыхать ушел, нет? Ну, ушел. Но мне стало интересно, что вы тут будете обсуждать. Эй, а вы тут вдвоем? Обычно черные рынки куда побольше. Ну, что? Обычно и живых-то редко встретишь. Но ты, как я понимаю, не отсюда, да? Раньше, да, больше было, конечно. Но сейчас 3 всего. О, и где третий? А тебе все скажи. Если Сайман позволил тебе купить пару камешков, это не означает, что мы тебе все сразу расскажем. Это верно. Хочешь узнать? Возвращайся позднее. Если решишься. Я-то отдохнувшая буду, покажу тебе где. Ох, да хватит, тебе хватит. Садыка, все и так уже поняли, что ты хочешь подраться. Знаешь, наш гость, кажется, не выглядит глупым. Кстати, гость, как тебя там? Наши имена-то ты уже слышал. Опять выбор. Альфред. Почему у меня каждый раз именно 3-й вариант закрыт? Казалось бы, я знаю, что того парня зовут Альфред. Это вас не касается. Джон Дэйви Харрис собственной персоной. Советую хорошенько запомнить. Вдруг вы мне еще понадобитесь. Ой, да ладно вам. Я бы еще поболтал, знаете ли, но мне пора. Пока-пока. Пока. Все, мне уходить? Или может все-таки что-то еще сделать? Так, торговать не могу, окей. Что ж, ладно. Никакой информации я не добыл, но не похоже, чтобы эта парочка что-то знала. Может быть, у худшей версии меня вышло что-то узнать, пока я тут ошивался. А, кстати, теперь камень. Так, камень, что это? Камень резонанса. Зачарованный камень. Сломав такой в ладони, можно временно усилить магические способности. Расходует заряд маны. Ого, прикольно. Типа я просто беру вот так бам. Или подожди, как это? А, вот да, использовал. Да, чудесненько. Магия в этих камнях достаточно мощная, чтобы поддерживать форму. Да вот только... ладно, не будем о грустном. Надо бы потренироваться, чтобы эту самую форму проверить. Да? Где? Как? Каким образом можно что-то проверить? Сопротивление от оглушения, усиление заклинаний, 4 минуты 20 секунд. Так, ладненько, куда мне в итоге надо-то? У меня даже нет камня, чтобы вернуться в сон. Потренироваться я максимум могу, ну не знаю, на жителях этого города. Не на ложке же проверять, да? О.
Люди. О, а вот и тренажеры. Что, подожди, в смысле тренажеры? А, какого черта? Какие к черту тренажеры? Так, погоди. Так, резко магия. На! О, черт, я промазал. Так, давай. На! 72, хорошо. Так, давай. Магия. Магия? Подожди, она не восполняется. Как восполнить магию? Я не понимаю, как восполнять магию, черт возьми. Так, прямо во время битвы я на всякий случай решил уточнить, что не так с магией. И оказывается, она восстанавливается только тогда, когда ты посидишь около скинта. Но, либо можно просто драться кулаками. Потому что кулаки у Джона, оказывается, магические, черт возьми! Ха-ха-ха! Сюда! Вот это я понимаю, Джон! Ой, ребятки, здравствуйте! Я к вам! Получай! Это намного лучше любого оружия, потому что это так быстро. Да, но при этом вот эти вот ячейки, видите, сейчас они все пустые. Они восстановятся только тогда, когда я посижу около скинта. Так, я могу сюда выйти? Здрасте. Ладно, наверное, мне вообще не сюда. Так. Да? А вот эти ребята уже поопаснее. Лучше вернуться в сон. О, инквизиция! Подожди, ну в плане, это же чертова инквизиция! На! О! Ладно, я понял. Это действительно чертова инквизиция. Нет. Инквизиция, знаете, вот как в любой игре, специально сделана такой, вот стража города, она всегда сделана такой, что вот никто не может ее победить. Раз уж Джон сказал, что нужно вернуться в сон, мы это сделаем. Так, вернуться в сон, путеводный скин, вернуться в сон, вернуться в сон. О, нет! Нет, непорядок. Непорядок, так нельзя. Нет, это слишком медленно. Прошу, поторопитесь. У меня кончаются силы. О, черт! Опять ты! Да, это я. Это я привела вас сюда. У нас мало времени. Может быть, мы тогда не будем тратить это время? Скажи, кто ты? Начало. Что? Воу, тихо. Начало чего? Начало вас. Так, кого нас? Ладно, давай по-другому. Чего ты хочешь? Помощи. Я умоляю тебя, ты можешь говорить хоть чуть конкретнее? Силы заканчиваются. Ой. Хорошо, допустим. Что делать? Церковь. Церковь? Что в этой церкви? Эй! Черт. Понятно. Снова этот невероятно таинственный голос и невероятно продуктивный диалог. Что она имела в виду, когда сказала «церковь»? Зачем вообще нужно что-то делать с этой церковью? Не думал, что церковь, кстати, будет иметь хоть какое-то значение. Разве эти фанатики не последствия умирающего мира? Единственное, для чего они хороши, это информация о том, что тут случилось. Вот же ж... Меня интересует источник вспышки, а не какие-то там церковные догмы. О, да, кстати, Джедей же пришел сюда, чтобы О! Это кто? Какого черта Лолошка? Эй! Опа-на! А это еще кто? Знакомься, Джон. Алхимик Беренгарий. Он тоже будет жить здесь. Ну обалдеть теперь. Когда ты успел? Джон, ты подал мне отличную идею. Найти того, кто мог бы уделять внимание Альфреду, чтобы я занимался более важными вещами. Ничего себе. Знаешь ли, я удивлен, что ты ко мне прислушался. Беренгарий, значит, да? И что же ты умеешь, Беренгарий? О, здравствуй, новый друг. Нет, во-первых, мы не друзья. Во-вторых, мы не друзья. Ну ладно. А теперь ближе к делу, ну? Всю свою жизнь я потратил на изучение искусства алхимии. Я освоил это ремесло почти идеально. Почти? Конечно! Всегда есть чему учиться и куда расти, верно? Ну, не знаю. Я идеален уже сейчас. Ну... Ладно. Ладно, ближе к делу. Чем ты можешь помочь? Да я просто люблю людей. О, удивительно. Почему это? Ты что, забыл, в каком мире живешь? Ой, ну зря ты так. Даже если мир жестокий, это не повод становиться таким же. А вообще, я лучше вернусь к Альфреду. Нельзя его надолго оставлять. Ты откуда нашел такого? Ой, кстати, я еще готовлю хорошо. Лолошка! Я! В смысле, Рома! Господи, как к тебе обращаться? Короче, Лолошка, ты где его нашел? Чувак, который будет жить с нами. Ага, это так удивительно, что жизнь Лолошки никуда не исчезает. Ну, то есть, она не приостанавливается от того, что я играю за GDH. Это так прикольно. Альфреду интересно лучше? Пока что ничего не меняется.
Так, ладно. Могу ли я с кем-то повзаимодействовать? Например, вот, Марк. Я же сказал, наши отношения не изменились. Может, еще все-таки? Я не стану помогать тебе просто так. Не хочу с тобой разговаривать. Что же ты пристал-то? Хочешь разозлить меня? Уйди! Ну, по крайней мере, GDH его не выбесил, и на том спасибо. Never. В смысле, птичка, привет, поговорить. Юродивый номер 2. Эй, а почему я не первый? Потому что я так захотел. Это легендарно. Что, юродивый, все-таки здесь остаешься, да? Нет, пока не решил. Тут становится слишком тесно. Ой, да ладно тебе. Ты сверху, он, в дупле своем. Кто тебе мешать-то может? Кар, сам ты в дупле. А мое скромное убежище гораздо лучше простого дупла. Уж над этим-то я постарался. Ну вот, Джон умеет выбесить, это правда. Если он это захочет сделать, он это сделает одной колкой фразой. В дупле, нормально. Эй, дворф, как тебя там? Типа Гимлин, да? Я тебя просто не знаю, как зовут, сори, я GDH. Поговорим? О, ложь. Не, перепутал. Вы чего-то хотел? Я тут просто немножко занят. Занят? Чем? Ну, вот мастерю. Не хочу сидеть без дела. Вот и практикуюсь по чуть-чуть. А чего мастеришь? Что-то интересное? Колечко. Обычное колечко. Понятно. Ничего интересного, значит. Как говорится, уважай чужой труд. Это не про Джона. Эй, юродивый номер 1. Ну-ка поговорим? Нет, типа, что ж ты с этим сундуком-то, а, тут паришься? А вообще, кстати, Лолошка-то у нас реально красавчик, и я его не ненавижу, на самом деле. Он такой здравый парень, умный, даже, возможно, умнее меня, Джона. Это просто реально так необычно. Как вы понимаете, история, походу, теперь будет идти с двух сторон, и вполне реально, что в будущем мы даже поиграем еще за кого-нибудь, типа Невера. Мы узнали про черный рынок, мы узнали, что Лолошка привел какого-то алхимика, который теперь будет следить за Альфредом, а еще мы узнали, что голос, который именует себя Началом, связывается не только с Лолошкой. Что же это за начало такое? Будем смотреть дальше. Обязательно подписывайтесь и... подписывайтесь, так вы точно ничего не пропустите. Ставьте лайки, если хотите поддержать данный сезон. И это впервые говорю я, GDH. Обязательно подписывайтесь на Лолошку. И обязательно ставьте лайки. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, GDH и алхимик Беренгарий, или как он там себя назвал. А также подпольный рынок. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.